Южной Африке нашли металлический шар, которому почти 3 миллиарда лет. Он старше самой человеческой цивилизации и даже большинства форм жизни на Земле. Звучит невероятно, но эти сферы действительно существуют и до сих пор ставят ученых в тупик. И вот что делает их по-настоящему загадочными. Все началось в шахтах близ небольшого городка Оттасдал в провинции Севера, западной части страны. Местные горняки уже много лет добывали здесь пирофилит – мягкий минерал, который используют для керамики и всякой мелкой резьбы. Работа была привычной, скучной, из тех, где день похож на день. Шахтеры вгрызались в породу, откалывали куски и грузили их в вагонетки. Ничего необычного здесь не находили десятилетиями. А потом кто, то разбивая очередной блок минерала, увидел, как из камня вывалился гладкий металлический шарик размером чуть больше грецкого ореха. Сначала подумали, что это просто причуда природы, застрявший обломок руды. Но чем дольше на него смотрели, тем меньше он был похож на случайность. Поверхность отливала темным металлическим блеском, будто ее кто-то отшлифовал. А вокруг сферы, ровно по ее центру, шли 3 идеально параллельные бороздки, словно кольца, аккуратно прочерченные по экватору. 3 ровные линии на камне, которому миллиарды лет. В породе, которая застыла задолго до того, как на планете появились хоть какие-то живые организмы сложнее бактерий. Шахтеры откладывали такие находки в сторону. Некоторые забирали домой как забавные сувениры. Никто поначалу не придавал этому значения, но со временем сфер стало набираться все больше. Десятки, потом сотни. Все примерно одинаковые формы, все с этими странными желобками. И тогда об этом узнали люди, которые задают неудобные вопросы. Геологи, минерологи, коллекционеры редкостей. Один из этих шаров попал в руки человеку, который решил проверить его как следует. То, что он обнаружил, когда положил сферу под стекло музейной витрины, заставило заговорить о находке весь научный мир. Человека этого звали Ролоф Марксграф, и он заведовал коллекцией небольшого краеведческого музея в городке Клерксдорп. Именно туда, в конце концов, и стали свозить самые интересные экземпляры. Марксграф разложил их перед собой и принялся изучать по одному. Форма варьировалась, одни были почти идеальными шарами, другие сплюснутыми, вытянутыми, похожими на приплюснутые диски. Но объединяло их одно – почти у всех по окружности шли те самые параллельные бороздки. У некоторых 1, у некоторых 3, а попадались и с 4. Размер тоже держался в узких пределах – от 2,5 до 10 сантиметров в поперечнике. Держишь такой в ладони, и он ощутимо тяжелый для своего размера, плотный, будто внутри спрятан свинец. Цвет колебался от красновато-коричневого до почти черного, с металлическим отливом. Но главная странность открывалась, когда сферу пытались вскрыть. Внутри некоторых шаров оказывалась вовсе не сплошная масса, а мелкий губчатый материал, рассыпающийся в белесую труху при контакте с воздухом. То есть снаружи твердая, будто выточенная оболочка, а внутри какая-то рыхлая начинка, которая словно должна была там чего-то держать. Геологи, к которым попадали образцы, определили состав. Оболочка состояла в основном из гематита и визерита, соединений железа. А сама порода, из которой их доставали, пирофилит, формировалась в осадочных отложениях около 2,8 миллиарда лет назад. И вот тут начиналось самое неприятное для здравого смысла. Сферы были не вложены в породу позже, не занесены водой в трещины. Они были запечатаны внутри, в монолитном слое, застывшем вместе с ними. Это означало простую и оттого пугающую вещь. Что бы ни создало эти шары, оно сделало это тогда, когда на Земле не было ни рыб, ни растений, ни насекомых. Только вода, вулканы и первые примитивные микробы в теплых мелководьях. Марксграфа мучил один вопрос, на который у него не находилось ответа. Как в породе такого возраста могли появиться предметы, выглядящие так, будто их обработали на станке? И один из проведенных им опытов дал результат, от которого у скептиков буквально задрожали руки. Марксграф взял одну из сфер и положил ее на стеклянную витрину под колпаком. Витрина стояла ровно, была тщательно выверена по уровню, никаких вибраций поблизости, тихий музейный зал, посетителей почти нет. И вот тут то сфера повела себя так, как не должен вести себя ни один кусок мертвого камня. Шар начал медленно поворачиваться, сам по себе. За несколько недель он совершал полный оборот вокруг своей оси,
и никто не мог понять, что его двигает. Марксграф проверял все: наклон поверхности, сквозняки, температурные перепады. Он даже перекладывал сферу, менял ее положение, но она снова принималась за свое неспешное вращение. Об этом феномене он рассказал журналистам, и история моментально обросла легендами. Ученые, разумеется, тут же предложили трезвое объяснение. Микроскопические колебания здания от проезжающего транспорта, крошечные перепады температуры между днем и ночью, из-за которых стекло чуть расширяется и сжимается, все это могло понемногу подталкивать шар. Возможно, так оно и было, но окончательно доказать никто ничего не смог, потому что повторить опыт в строгих условиях так и не удосужились. А вот с бороздками история оказалась куда серьезнее. Именно они не давали покоя всем, кто держал сферу в руках. Линии были не просто царапинами. Они шли строго параллельно друг другу, на равном расстоянии, будто их наносили по разметке. Один инженер, осмотрев несколько образцов, заявил вслух то, о чем остальные лишь думали: чтобы прочертить такие ровные канавки на твердом железистом минерале, нужен инструмент прочнее самого материала. И это в породе, застывшей задолго до появления кого-либо, кто мог бы держать в руках хоть что-нибудь. Появилась даже эффектная фраза, которая быстро разошлась по газетам: якобы поверхность одной из сфер настолько твердая, что ее невозможно поцарапать даже стальным резцом. Это звучало сенсационно. Это словно намекало на технологию, которой у природы быть не должно. И именно с этого утверждения началась настоящая охота, потому что нашлись люди, решившие проверить, правда ли шар не поддается стали. Проверить решил геолог, которого фраза о неуязвимой стали откровенно раздражала. Он взял образец и провел по нему обычным стальным напильником. И металл легко оставил на поверхности сферы царапину. Никакой невероятной твердости не было и в помине. Красивая легенда, кочевавшая по страницам желтых изданий, разбилась о простейший тест из школьной мастерской. Но, как ни странно, это не закрыло вопрос, а лишь запутало его сильнее. Потому что развенчание одной байки не объясняло всего остального. Ни ровных бороздок, ни того, откуда сферы вообще взялись в столь древней породе. За дело взялись серьезные специалисты. Образцы попали в руки геологов, которые изучили срезы под микроскопом. И вот тут стало вырисовываться более трезвое объяснение. Оказалось, что бороздки вовсе не аккуратная резьба неведомого мастера. Это следы тончайших слоев породы, которые обволакивали сферу во время ее формирования. Осадочные прослойки ложились кольцами, а потом, когда камень раскалывали, обнажались именно на выпуклой поверхности. Оттого и казались ровными опоясывающими линиями. Сами же шары геологи назвали конкрециями. Это природные образования, которые возникают, когда минералы постепенно оседают вокруг некоего центра – песчинки, пузырька газа, органического остатка. Слой за слоем нарастает шаровидная масса. Такие конкреции встречаются по всему миру, в самых разных породах, и обычно ни у кого не вызывают удивления. Казалось бы, загадка решена. Но специалисты, изучавшие именно оттаздальские сферы, честно признавали, не все сходится. Обычные конкреции редко бывают настолько правильной формы. Еще реже они образуются группами, тесно прижатыми друг к другу, будто рассыпанная горсть шариков. А главное, механизм, по которому вокруг центра нарастает именно железистая оболочка такой плотности и с такой четкой границей, до сих пор до конца не описан. Один из исследователей выразился осторожно, но красноречиво. Мы понимаем, что это природа, но не до конца понимаем, как именно природа это сделала. Наука объяснила происхождение, и все равно осталась в тупике перед деталями. А пока ученые спорили о слоях и минералах, история сфер уже шагнула далеко за пределы геологических лабораторий, потому что кое-кто увидел в этих шарах совсем не осадочную породу. Сторонники версии о разумном происхождении ухватились за самый лакомый аргумент – возраст. Раз порода застыла почти 3 миллиарда лет назад, значит, кто-то создал эти шары тогда же. А кто мог их создать в мире без единого сложного организма? Ответ, по их мнению, напрашивался сам собой. Некая цивилизация, о которой мы ничего не знаем. Или гости, прилетевшие издалека. Идеальная форма, ровные линии, металлический блеск – для многих этого было достаточно, чтобы объявить сферы посланием из немыслимой древности. Аргумент звучал эффектно, но у него была слабая точка. Правильная геометрическая форма сама по себе ничего не доказывает. Природа обожает симметрию
и создает ее постоянно, без всякого разума. Кристаллы соли растут идеальными кубиками. Пчелы строят безупречные шестиугольники. Пузырьки газа всегда стремятся к шару. Круглая форма – не признак мастерской, а самое энергетически выгодное решение, к которому вещество приходит естественным путем. Тут же вспыхнул и другой спор о том самом вращении сферы под музейным колпаком. Уфологи преподносили его как доказательство внутренней энергии, скрытого механизма, работающего миллиарды лет. Но объяснение, предложенное скептиками ранее, никуда не делось. Неровная поверхность, микроколебания, перепады температуры. Шар не обязан быть живым, чтобы медленно проворачиваться на гладком стекле. Никакой мистики, только физика и терпение. И все же полностью списать все на скуку осадочных процессов не получалось. Одна деталь упрямо не вписывалась ни в чью схему. Сферы находили не по одной, а плотными скоплениями, иногда сросшимися боками, будто грозди. Некоторые экземпляры были вложены друг в друга, как матрешки, шар внутри шара. И вот такое поведение конкреций встречается крайне редко. Оно требует очень специфических условий формирования, которые в оттоздальских пластах воспроизвести на бумаге пока не смогли. Получалась странная развилка. С одной стороны, никаких доказательств чужого разума, все объяснимо геологией. С другой, геология сама разводит руками перед некоторыми образцами. Истина, как это часто бывает, застряла где-то посередине, не давая покоя ни тем, ни другим. А потом кто-то задал вопрос, который перевернул весь спор с ног на голову. Он касался не того, кто сделал сферы, а того, где на самом деле их находили. И ответ оказался куда интереснее любых пришельцев. Вопрос звучал просто. А сколько таких сфер вообще нашли? И куда они делись? Ведь если верить рассказам, из шахт под Оттоздалом их доставали сотнями. Но когда журналисты и исследователи попытались собрать точную статистику, выяснилась неприятная вещь. Никто не вел учета. Горняки выковыривали шары из породы, откладывали в карман, дарили детям, продавали заезжим коллекционерам. Значительная часть находок разошлась по частным рукам еще до того, как ими всерьез заинтересовалась наука. И вот тут прячется главная беда всей этой истории. Когда предмет вырывают из его геологического контекста, он теряет половину своей ценности. Ученому важно не просто подержать сферу в руках, а увидеть, в каком именно слое она сидела, как была ориентирована, что находилось рядом. Без этого любой шар превращается в красивую безделушку, о происхождении которой можно спорить бесконечно. Большинство знаменитых сфер как раз и попали в музеи и коллекции уже вырванными, без всяких данных о том, откуда конкретно их достали. Дальше больше. Часть образцов, которые показывали публике как те самые древние клерксдорпские шары, при проверке оказывались вовсе не из пирофилитовых пластов. Их подбирали в других местах, из других пород, разного возраста. Под громким брендом объединяли все круглое и железистое, что попадалось под руку. Так рождалась иллюзия, будто по всей округе валяются тысячи одинаковых загадочных артефактов. Еще одна деталь окончательно запутала картину. Некоторые сферы, выставленные в музее Клерксдорпа, при внимательном изучении датировали куда более скромным возрастом, чем заявленные почти 3 миллиарда лет. Оказалось, что под одной вывеской собраны образцы из совершенно разных геологических эпох. Одни действительно сидели в древнейшей породе, другие сформировались гораздо позже, а публике их подавали единым набором, как будто все они — ровесники первых бактерий. Получалось, что легенда о загадочных металлических шарах во многом выросла не из самих находок, а из неразберихи вокруг них, из потерянных данных, перемешанных образцов и красивых фраз, которые никто не удосужился перепроверить. И все же оставался один, единственный факт, который невозможно было ни размыть, ни списать на путаницу. Тот, ради которого ученые до сих пор возвращаются к этим сферам снова и снова. Этот факт — сам возраст породы. Как бы ни путались образцы, как бы ни терялись данные, часть сфер действительно сидела в пирофилите, которому почти 3 миллиарда лет. И вот здесь кроется вся суть загадки, которая с самого начала не давала покоя. Не в том, что кто их сделал, а в том, что природа сумела вырастить их сама, в мире, где, казалось бы, еще нечему было расти. Когда сферы, наконец, изучили по-настоящему с микроскопом и химическим анализом, картина сложилась одновременно скучная и потрясающая. Оболочка оказалась не металлом в привычном смысле, а сплошной массой перита и гематита, соединений железа и серы. Это не станок и не литье.
Это осадок. Миллиарды лет назад в теплой бескислородной воде микроскопические бактерии перерабатывали серу, и вокруг центров кристаллизации медленно, слой за слоем, нарастала твердая минеральная оболочка. Те самые примитивные микробы, которые тогда были единственной жизнью, оказались настоящими создателями сфер. Вот в чем разгадка, обманувшая столько людей. Идеально круглая форма, результат равномерного роста во все стороны. Твердая блестящая корка, плотно спрессованный перит. Рыхлая начинка внутри некоторых шаров, остатки менее устойчивого материала, вокруг которого все и начиналось. А бороздки, которые принимали за резьбу инопланетного мастера, это границы слоев, обнажившиеся на изломе. Ни одного признака инструмента, ни одного следа разума. И при этом предмет старше почти всего живого, что когда-либо экзистовало на Земле. Ответ на главный вопрос звучит буднично. Сферам действительно почти 3 миллиарда лет. Они действительно старше человечества и большинства форм жизни. Но создали их не пришельцы и не забытая цивилизация, а слепая химия древнего океана. И именно это делает их по-настоящему невероятными. Не выдуманная тайна, а реальная. Держать в ладони шар, который сформировался, когда небо было еще оранжевым от отсутствия кислорода, а суша, голой и мертвой, куда сильнее любой фантазии о летающих тарелках. И все же одна деталь во всей этой истории так и осталась без окончательного ответа. Та, что касается странной формы некоторых образцов. Речь о тех сферах, что находили сросшимися боками или вложенными друг в друга, как матрешки. Обычная химия объясняет одиночный шар легко, но объяснить, почему несколько центров кристаллизации оказались так плотно прижаты друг к другу и наросли синхронно, оказалось сложнее. Геологи предполагают, что при высоком давлении в осадке перит мог образовывать целые грозди вокруг близко лежащих зерен. Проверить это в лаборатории на образцах именно такого возраста пока толком не удалось. Слишком мало сохранившегося материала с точной привязкой к пласту. Никакой тайны, которую якобы скрывают исследователи, на деле нет. Есть куда более прозаичная вещь – недостаток данных. Большая часть сфер разошлась по частным коллекциям без всяких записей, а те, что остались в музее Клерксдорпа, изучены далеко не полностью. Ученые не прячут сенсацию, им просто нечего добавить сверх того, что можно выжать из горстки уцелевших образцов. Сегодня несколько десятков этих шаров лежат под стеклом в том самом небольшом музее в провинции. Посетители подходят к витрине, разглядывают темные бороздчатые сферы и слышат от смотрителей все ту же историю про вращение и про инопланетян, хотя настоящая правда давно известна и куда удивительнее выдумок. А сами шахты под Аттаздалом продолжают работать. Пирофилит по-прежнему добывают, режут, отправляют на заводы. И время от времени очередной рабочий, раскалывая блок минерала, снова видит, как из камня выкатывается гладкий темный шарик с ровными кольцами по экватору. Он вертит его в пальцах, решает, что это забавный камешек, и сует в карман. Тот самый предмет, что старше динозавров, старше деревьев, старше самого кислорода в воздухе, едет домой на полку, рядом с чашкой и связкой ключей.